Прощай, изоляция для работников больниц. Дефицит лекарств и нехватка персонала создают проблемы для больниц и врачебных кабинетов. По мнению Ассоциации больниц, облегчение может наступить в результате прекращения действия коронавирусных правил. Однако защитники пациентов категорически против. Всем привет, вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. Немецкая ассоциация больниц призвала отменить требования изоляции для работников больниц, не имеющих симптомов заболевания. В настоящий момент мы признаем, что пандемия все больше теряет свою опасность, сказал генеральный директор Геральд Гас в интервью изданию Redaktionszwerg Deutschland. Поэтому, по его словам, отмена обязательства по изоляции является оправданной, особенно с учетом порой резкой нехватки персонала в больницах. Председатель Фонда защиты пациентов Ойген Брайш, напротив, предостерег от отмены закона. Подобно тому, как знак «Стоп» регулирует опасность на дороге, обязательства по изоляции имеют тот же эффект. Оно защищает других, сказал Брыш в интервью РНД. Вместо того, чтобы разрушить сейчас все плотины, политики должны обеспечить защиту от инфекций, особенно для очень старых людей. Раньше парламентская группа уже призвала прекратить обязательную изоляцию медицинского персонала с положительным тестом на корону. Многочисленные пропуски по болезни среди врачей и медсестер создают проблемы для больниц по всей стране. Например, клиники в Баварии, Гессене, Северном Рейне-Вестфалии и Бремени сообщили о напряженной ситуации с кадрами. В долгосрочной перспективе министр здравоохранения Карл Лаутербах хочет решить эту проблему путем создания большого количества мест для студентов-медиков. Нам необходимо 5000 дополнительных студентов-медиков, иначе мы не сможем адекватно заботиться о поколении, сказал он в эфире телеканала CDF. За решением этого вопроса министр планирует обратиться к землям. В то же время практики и больницы испытывают трудности с поставками лекарств. Узкие места все чаще становятся причиной серьезных проблем, в том числе и в больницах, сказал Гас в интервью газетам Funke Mediengruppe. Самой большой проблемой является дефицит препаратов для оказания неотложной помощи, таких как альтеплазем, который используется, например, после инфарктов и инсультов, нехватка лекарств от рака и антибиотиков. Недостаток медицинских препаратов ощущают врачи и в общей практике, сказала РНД Никола Бюллингер-Гёпфард, заместитель федерального председателя Ассоциации врачей общей практики. Проблема не нова, важны масштабы. Многие лекарства можно заменить другим препаратом, однако на практике это требует огромных дополнительных образовательных усилий, особенно сейчас, когда врачебные практисы переполнены до отказа из-за сильной волны инфекций. Такую дополнительную временную нагрузку можно позволить себе лишь в ограниченной степени. Лаутербах хочет представить законопроект, направленный на решение проблем с поставкой лекарств. В настоящее время также существуют узкие места с поставкой препаратов от рака и антибиотиков, сказал политик СДПГ. Мы слишком далеко зашли с экономией и в этой области. Долгое время во главу угла становилась цена, а доступность лекарств играла слишком малую роль. Ну и на этом все. В комментарии обязательно пишите, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайк этому ролику, подписывайтесь обязательно на канал. А я вам всем желаю хорошего настроения и всем пока.